Добрый день, львы! Это Таро-прогноз, Таро-предсказание для вас на сентябрь 2023 года. Что ждет львов в сентябре? Во всех сферах жизни. У меня в руках колода карт Символон и еще здесь оракул Moonology. Итак, я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Это общий расклад для всех львов, но вы, конечно, берите самое лучшее отсюда, то, что резонирует именно с вами в данный момент времени. А весь негатив останется здесь. Карты забирают на себя негатив, у вас же сбываются только самые лучшие предсказания. Это закон всех моих раскладов. Поэтому давайте начинать первый сектор взаимоотношений. И это Юпитер в Стрельце, это карта Папа или Иерофанта. И для многих львов будут не просто судьбоносные встречи, а многие львы решатся на то, чтобы узаконить свои отношения. Если вы уже состоите в браке, может быть, вы решите обвенчаться. Может быть, вы каким-то образом решите объявить о ваших отношениях перед Богом и людьми, и вообще это такая духовная связь с вашим партнером. Для многих львов здесь могут быть встречи с представителями знака Стрелец, и либо у человека, у которого есть стеллиум планет в 9 доме, у которого ярко выражен вообще Стрелец, Юпитер, Рыбы тоже сюда относятся, хотя вроде бы львы не сильно связаны с рыбами, но тем не менее это оба знака, которые занимаются творчеством, и рыбы часто бывают тоже очень популярны и работают в сфере там как шоу-бизнеса, так и в любой другой творческой сфере. Поэтому здесь у вас возможны встречи именно такого человека, неважно, кто вы, мужчина или женщина, вы будете искать партнера, и вы найдете его, который духовно вам подходит, с которым вы духовно на одной волне, у которого такие же моральные ценности, как у вас. Вы об этом мечтаете, вы можете загадывать такого человека по Юпитеру. В Стрельце это должно сбыться. Вы видите, здесь стоит служитель храма, церкви, да, ну в данном случае это церковь, скорее всего, крест. И он поднял руки вверх, как бы благословляя вас на все, что связано с партнерскими отношениями. Причем это не обязательно могут быть личные партнерские отношения, это могут быть заключения каких-то контрактов, договоров с вашими бизнес-партнерами по работе и так далее. То есть это как вот рука Господа, это какой-то добрый знак. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты, конечно, потому что все взаимосвязано, и посмотрим, что еще можно здесь сказать про отношения с другими людьми и вообще. Прекрасная карта урожая, прибыли выходит в финансовом секторе. Поэтому львы, конечно, у вас может быть какая-то прибыль. И это, наверное, закономерно, потому что Венера выходит из ретро-движения в сентябре, да. Переходят планеты в сектор Девы. Дева для вас это уже 2-й дом, поэтому, скорее всего, ваша земля, ваши все труды дадут вам прекрасный урожай. Поэтому я считаю, что здесь у вас денежная прибыль, за которую вы должны быть благодарны. Поэтому не забывайте о благотворительности. Если вы получили денег больше, чем ожидалось, обязательно займитесь благотворительностью. Также это деньги не обязательно лично ваши, это могут быть деньги от вашего партнера, который тоже как-то либо удачно устроится на работу, либо у него будет какой-то прирост, что, ну, если у вас совместный бюджет или там как-то он вам может помочь, ваш партнер. А еще это какое-то наследство, какие-то, может быть, страховые случаи вы получите, да, потому что 8-й, 2-й сектор – это деньги даже не всегда, которые вы сами заработали. То есть это вот любая прибыль, поэтому удачные любые финансовые дела, да, новые какие-то банки, новые вклады, снимать проценты там, да, и все, что связано с финансовыми делами. Так, 3-й, 9-й сектор. Здесь игра. Здесь мы видим на картинке, что люди делают ставки, да, и от ловкости рук
от ловкости рук главного здесь ведущего зависит, сколько денег он выиграет, да, как он может правильно обмануть людей прямо у них перед глазами. И здесь что-то такое может проходить у вас в общении с другими людьми. Может быть, вы будете совершать какую-то важную сделку, да, так как у вас есть денежная прибыль, торговаться как-то, что-то выгадать для себя. А может быть, вы вообще будете надеяться на удачу, да, вы захотите рискнуть чем-то. И вот, например, перепродать какие-то гаджеты, купить новые, перепродать свой автомобиль, как-то удачно съездить куда-то. Может быть, вы примете участие в каком-то конкурсе, для которого надо будет вот проявить какую-то ловкость и рук, и ума, или что-то написать. То есть любая вот такая ловкость, она может сработать как в вашу сторону, так и нет. Все в зависимости от того, с какой стороны, да, вот этой доски вы здесь находитесь. Потому что какая-то информация скрыта от вас. Здесь у нас есть Нептун в рыбах. Поэтому будьте осторожны с рискованными предприятиями. Повезет или нет, это вот как игра в кости, да, здесь. Но, тем не менее, вот эта ось Дева Рыбы, опять же, я думаю, что это будет связано у вас как-то с деньгами. Возможно, вы захотите как-то рискнуть, что-то либо приобрести, либо вложить куда-то деньги. Но сейчас посмотрим, стоит ли вам это делать, что нам другие карты скажут. Карта Марса, воина выходит. Вы будете биться за какое-то свое место под солнцем, определенно, львы. Это огненная стихия. Может быть, вы действительно будете участвовать в каком-то конкурсе, бороться за новую должность, и вы победите. Потому что, видите, это человек, который здесь с занесенным мечом, а там лежит человек уже поверженный. То есть, если будет какая-то работа на конкурсной основе, то, скорее всего, вы займете эту должность. Здесь вам поможет активность, напор, все вот такие бойцовские качества. Либо, если это не связано с работой, да, и, например, не все может быть так благоприятно, конечно, то, возможно, у вас есть какие-то ссоры с вашим начальником, вы не можете найти общий язык. Может быть, вы захотите подсидеть вашего начальника или он вас, то есть у вас могут быть какие-то конфликты. Либо вы так ярко, так активно идете к своей цели, к своей мечте. Может быть, вы занимаетесь ремонтом, может быть, вы хотите купить какую-то квартиру, недвижимость, может быть, у вас вы берете на себя бразды правления в семье, вы начинаете ухаживать за своими родителями, соответственно, вам нужно тоже проявлять какие-то активные моменты. Но если это связано вот с недвижимостью, то деньги у вас будут, поэтому, скорее всего, у вас какая-то активность вот в таких финансово-семейных вопросах. Если, например, вы, так как это 4-10 дом, дом такого карьеры по Козерогу, да, рак, Козерог, это может быть еще какая-то служба, служение. Может быть, вы поступаете на службу по контракту или как-то защищаете свою родину, свои интересы, да, вот здесь тоже, потому что карта воина в этом секторе может быть как защитник родины, еще что-то с этим связано. Но сейчас мы посмотрим еще, что скажут карты. 5-й, 11-й сектор – это такой сектор друзей, хобби, да, каких-то интересов. И здесь такая парная карта, когда, скорее всего, муж и жена, пара занимаются какими-то домашними обязанностями, бытовыми делами, но очень важными, да. И здесь вот для тех львов, у которых есть дети, у которых есть семья, конечно, эта карта очень благоприятна. Она говорит о том, что вы с вашим партнером, партнершей разделяете свои обязанности, кто смотрит за детьми, кто занимается там другими делами, вплоть до того, что даже вот ваши дети, ваше совместное какое-то творчество и даже просто бытовые дела – это как ваше хобби. Вы наслаждаетесь тем, что вы вместе находитесь. Вроде бы все делаете разные какие-то дела, но в целом-то вы делаете одно общее дело. Здесь у вас встречи с людьми по интересам. Вы находите таких людей, с которыми вам
нечего делить, у вас все слаженно работает. И здесь у нас в первом секторе, первый, седьмой сектор партнерства выходила карта Иерофанта, да. То есть я думаю, что у многих львов будут прекрасно складываться взаимоотношения с другими людьми, как личные, так и с вашими друзьями. Может быть, вы найдете прекрасного партнера по работе, может быть, это будет какое-то сотрудничество именно на сентябрь месяц, да, вы заключите какой-то определенный договор или на словах договоритесь, да, у вас будет помощь, вы можете обращаться за помощью к друзьям, к своим близким людям, с которыми вы обычно общаетесь, вам помогут, возьмут на себя часть ваших обязанностей. Так что это тоже замечательная карта. А что самый главный дом, 6-12 сектор нам скажет? А вот здесь интересно, и здесь уже Марс в Водолее. Посмотрите, карты, нельзя сказать, что очень похожи, но, на мой взгляд, есть у них что-то, какая-то перекличка, потому что я здесь говорила, что здесь вопросы служения, да, Родины, и Марс в Овне, а здесь Марс в Водолее. И тоже вот этот шут, он уходит по дороге, как бы сказать, несмотря там на грозу, несмотря на то, что он оставил, может быть, что-то там позади, что было ему, даже не ему, как это правильно сказать, когда, несмотря ни на что, вы уходите, вы не сожалеете о прошлом, вы не боитесь оставить насиженное место, да, вот что-то такое. И в 6-12 секторе это хорошо, потому что это какое-то новое начало, какой-то новый импульс. Вот видите, у этого шута, да, в этой колоде несколько шутов. Он держит палку, на которую опирается, корнями вверх. То есть он вырвал палку с корнями, он отказался от своих корней. Ну, можно сказать, от того, что, может быть, было важно, за что он держался долгое время, да, ну вот как если человека мы описываем. Вот, в котомке у него здесь и игрушки, то есть он взял с собой только то, что может ему пригодиться вот в самое ближайшее время. И здесь тоже такая активная карта, поэтому я думаю, что львы, вы будете делать во многом ставку на себя и будете не бояться оставлять какие-то либо прошлые отношения, либо прошлую работу, либо, может быть, какие-то свои даже обязанности. Вы будете освобождены от многих каких-то обязанностей ради новой цели. Ну, скорее всего, это ведь и не удивительно, потому что Венера развернулась в вашем доме в сентябре, она выйдет из ретро-петли, и многие львы почувствуют какое-то обновление в жизни. Вы преобразитесь как внешне, так и внутренне. Это новый этап, это новый цикл Венера-Солнце вообще, который начинается сейчас. И в ближайшие 4 года вы будете чувствовать, как ваша жизнь налаживается, как у вас по-новому что-то начинается в жизни. А что нам скажет карта из колоды Moonology? Давайте посмотрим. Это Луна в кардинальных знаках и новая Луна в Водолее. Но здесь, во-первых, кардинальная Луна – это какие-то перемены важные, кардинальные. То есть у вас уже вот достаточно силы, энергии для того, чтобы обнулиться, что ли, запустить свою жизнь по-новому, чтобы не побояться. Если у кого-то, например, это развод, это может быть развод. Если вы решите быть один, то вы тоже достигнете успеха в этом. Если вы решите пойти на новую работу, тоже вот все как будто бы вам легко будет даваться, только главное решить, что вы на самом деле хотите, и не держаться за старое вот по этой карте, да, у вас будет такая возможность. Вы прямо с облегчением вздохнете, когда что-то из своей жизни отпустите. А новая Луна в Водолее, это вот перекликается с этой картой, где разделение труда, разделение обязанностей, но в то же время любовь и взаимная поддержка. Поэтому вы здесь опираетесь на ваших поклонников, на ваших фанатов. Может быть, вы как-то делегируете свои обязанности в ваших социальных сетях, сайтах, там, да, если вы ведете вот эти все дела, связанные с социальной активностью. Найдете какого-то работника, который будет вас представлять с наилучшей стороны, там, снимать о вас видео, фото, ваше портфолио, как-то вы представляете себя уже с новой стороны. Вы вообще будете работать в этом направлении. У вас появятся новые друзья, новые группы, коллективы, в которых вы будете состоять. Вы можете работать с детьми,
каким-то образом дети, новое творчество входит в вашу жизнь. И вот, кстати, не удивлюсь, что у многих львов действительно будут новое творчество, хобби, связанное с плотническими какими-то делами, с какими-то вот такими, как вот люди сейчас переезжают жить в свои дома, в частный сектор, да, причем не просто такой дом, который построен как квартира, уже готовый коттедж, где все есть, а вот именно где вам нужно самим поработать, как бы возвращение вот к этим, к истокам, к природе, вот что-то такое. У некоторых, не у всех львов, а может вот так даже проиграться. Поэтому вы будете социально активными, и у вас будет новый какой-то виток вашей социальной жизни, новый друг, новые какие-то планы обязательно, у вас будут прямо новые мечты даже, потому что новая луна в Водолее — это еще и новые мечты. Посмотрите, какой прекрасный расклад получился. Я желаю вам, овны, всего самого наилучшего, чтобы у вас все самое лучшее отсюда сбылось, это так и будет. Поэтому давайте посмотрим, что будет в следующем месяце. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!